Это, кстати, наш первый автомобиль марки Renault, Тэшка 480, который с нежностью и любовью мы называем Ренат. С самого начала на нем начала работать Ольга, и наездила она на нем 87 тысяч километров, потом пересела на нашу вторую Валентину, красненькую. Кстати, первый выезд на Ренате у нас был зафиксирован видео документально, и видео было на канале. Сейчас какая-нибудь ссылочка на этот видос появится, так что, если что, можете посмотреть. На момент покупки, кстати, пробег был у нее 327 тысяч, и на сегодняшний день уже 540. То есть мы наездили на этой Ренушке уже 213 тысяч километров, если я не ошибаюсь, и это за 18 месяцев и 23 дня. Я надеюсь, я не ошибся. Расход, кстати, за весь вот период владения этим автомобилем на нем у нас составил 29,4. Учитывая специфику наших маршрутов, грузов, я считаю, что это хороший показатель. В принципе, плюс-минус такой же, как у меня на Валентине, хотя самый прожорливый грузовик у нас это Scania. Привет всем, меня зовут Артур, коллега Павла Короля. И, ну да, не прошло и года, и мы купили еще одну машину. Почему так долго, про это уже, наверное, говорил Павел, что год непростой, много непонятных моментов. Но все-таки решились, купили мы ее в июле. В августе оформили, сейчас сентябрь, и только вот она поедет в первый рейс. Сегодня я приехал, чтобы привезти руль, который нам обшили наши друзья из Goldenberg Customs. Также там всякие ништяки, огнетушители, еще какие-то бумаги. Немножко подготавливаем. Почему именно это автомобиль и почему он нам показался хорошей покупкой, выгодной. Ренату мы, кстати, взяли в лизинг на 4 года через волевское финансирование. Цена на момент покупки была 42 тысячи евро, без учета НДС. И первый взнос составил 8400 евро. Ежемесячный платеж составляет 918 евро. То есть по истечению лизинга Рената нам обойдется примерно в 45 тысяч евро. И пробег у нее будет плюс-минус 800 тысяч километров. Вот просто интересно, сколько она будет стоить по истечении этого срока и будет ли она пригодна к использованию. Я очень надеюсь на то, что она будет пригодна, и мы сможем ее поюзать как минимум годик после того, как лизинг закончится. Если говорить про ремонт и обслуживание, то в принципе ничего криминального у нас не происходило, никаких серьезных поломок, там что-то по мелочам, ну и на само обслуживание. И тем не менее, за весь этот период она обошлась нам в ремонтах и в обслуживании в 10 тысяч евро, что получается 5 центов за километр. Такой средний показатель, наверное, практически любого грузового автомобиля. Почему такая пауза? Ну, частично ситуация на рынке, про которую Паша говорил до этого, но и то, что на рынке поддержанных грузовых автомобилей мы ждали спад цен, появление интересных экземпляров. Ну, практически в Латвии ничего такого интересного не появлялось, либо цены были, по нашему мнению, завышенные. Они до сих пор такие являются. Конкретно этот экземпляр, эта машина, она стоила, ну, на процентов 10-20 дешевле всех остальных. Это раз. Два. Когда мы ее посмотрели, мы сразу поняли, что тут есть несколько вещей, которые помогут сэкономить деньги на старте. В принципе, те вещи, которые мы так и так делали бы, но они уже здесь были. При покупке машины, ну, цена, она важна, но важно еще то, сколько ты потом будешь вкладывать. Во-первых, на этой машине уже установлен кондиционер стояночный. Да, такой кондиционер, он стоит около 2200 евро. Считайте, уже такой бонус. Идем дальше. Новая передняя резина. Каждое колесо, ну, будем считать грубо, 350 евро. Два колеса уже 700 евро. Еще плюс в копилку. У нее поменено сцепление. Сцепление это 2000 евро. Мы такие вещи, наверное, делаем из дилеров, потому что, дай бог, в дороге встать. Тут такой вопрос, скажем так, легче решается. В салоне чехлы, ну, чехлы примерно 100 евро стоят, так вот. Покрашены все колеса, полностью, что интересно, покрашены все 6 колес. В принципе, мы когда красили, ну, не знаю, такой небольшой секрет, но мы красили только наружные, то есть 4 колеса. Хозяин на всю покраску потратил где-то, ну, 700 евро, он называл, мне кажется. Колпаки. Ну вот колпаки, я, наверное, не скажу, что я не любитель этих вещей. С технической точки зрения довольно-таки не очень хорошая вещь. Уже потрогать ступицу нормально не получится понять, греется, не греется она. У нас машины не новые, пробеги уже около 700 километров. Мы просим водителей следить о состоянии машин после поездок, пройтись там ступицы проверить и так далее. С вами Павел Король и Рома. Да, Рома Сулейманов, да, Сулейманов. Рома в нашей банде. Сколько ты уже? Год у нас? Чуть больше года. Рома у нас работает сейчас на нашей первой Ренате. Да. Сейчас у нас уже 3 Ренаты.
У нас они все, получается, 480-е, Тэшки, и все, в принципе, 17-го года. Первый мой рейс был на белый. Ты Но- только один рейс на белый сделал? Да, 2 месяца отработал, и потом поступило предложение пересесть. Да, но тебя же не силой заставляли пересесть. Не силой было предложение, я это принял это предложение. Я на нее слюни как бы пускал, она мне нравилась. Которые белые рынушки, они комплектации комфорт, Ну да. а синяя она не комфорт. Чем, кстати, отличается? Ну, комфорт? разница в том, что сидушка правая, разворачивает. Пассажирская. Да, и плюс есть динамики, плюс кармашики сзади. Динамики, Динамики, да. колонки, да? Да, да, У тебя только спереди, да? У меня спереди и в дверях. А там еще и сзади. Да, там еще и сзади. Я даже не знал этого. Вот какой нюанс тут всплывает, интересно. Ну да. А по такое подушкам там тоже же разница. Да, есть разница в подвеске. Получается, те белые, они идут 4 точки, где идет пневмобаллоны. А здесь, получается, только 2. По езде сильно чувствуешь разницу? Вначале я это почувствовал, а теперь как бы приработался, и мне как бы, все равно. Поначалу, да, почувствовал сразу, что что-то не так, не то. А потом, когда уже осмотрелся, да, все-таки подтвердилось. Вот Да. из-за этого есть разница, то есть в качении, как вперед-назад, когда если какие-то неровности, короче. Я, если честно, я влюбляюсь в автомобиль. Я бы из той белой не ушел бы, как бы было предложение, так как я уже на нее запал изначально, поэтому я не отказался. Ну и плюс мне как бы по душе то, что прислушались и поставили климат-контроль не сверху, а сзади. Мне лично так больше нравится. Я отгородил занавесом, и все, и у меня там оно дует на маленьких оборотах, как бы и батареи дольше хватает. Там открыл чуть-чуть окна, люк, и как бы жара эта, которая накапливается вверху, она уходит. Да. Тем, что сквозняк там есть люк. Ну да, здесь, вот, как я говорил, снимался руль, лента, она не трогается. Такс. Ой, в тахографе видно 739 тысяч. Такую вот полочку предыдущий хозяин сделал. Вот такие вот чехлы, о которых я говорил. Такая шторочка, у нас в других реношках такого нету. Все цивильно, чистенько, убрано. Единственный вот косяк, вот сломана вот эта вот ручка. Новую заказать только ручку нельзя, можно заказать весь ящик, он стоит 300 евро, но мне кажется нецелесообразная история. Эта машина так же самая, как Scania, она хозяйская. Если у человека было только один автомобиль, и он за ним следил сам. Генератор тоже только поменяли, 300 евро. Много плюсов, которые мы увидели, поэтому мы и приобрели. А как он будет служить, это посмотрим. Первые 3 месяца они самые такие интересные. Например, Scania, Volvo, мне нравится, что руль, например, более ломается под углом, который тебе удобно. Да. Здесь как бы не так немножко. Плюс там многие обзорщики, я смотрел обзоры, когда перед тем, как к вам идти, и многие такие жалуются, вот тут ручка, и тут неудобно стеклоподъемники. Да. Я думаю, неудобно спать на потолке, а здесь дело привычки. Вот и все. Такой вопрос, да, вот как раз про Volvo. Да. Ну, получается, там же движок вольвовский, подвеска вольвовская. Да, и коробка, алгоритм Коробка. работы, все тоже. А сами, получается, органы управления, они отличаются. А всё сама равно. работа в ходу та же самая. Но несмотря на то, что там программное обеспечение другое стоит, прям такой разницы с Volvo именно по езде не чувствуешь. Не знаю. Обзор еще, например. Тут мне больше нравится обзор. Кто-то говорит, что не нравятся зеркала, именно конфигурация зеркал. Я привык, мне все нравится. Например, на Volvo не раз у меня было, что... не на Volvo, На а Mercedes. на Мерседесе. Обзор сильно закрывает на кольцевых. Не раз уже было такое. Нету никого, я выезжаю, и тут машина. Нравится то, что вы делаете, как бы, немножко там прислушиваетесь, вносите какие-то коррективы, то есть вот это мне больше по душе. В обслуживании ты имеешь в виду, да? Да. И в планах как водитель. Например, кто будет слушать, что водитель хочет какие-то шторки, или поменяйте мне спальник, спи на этом спальнике. А тут бамс такое. Рома, заедь, забери спальник. Мне было приятно. Но подождать пришлось, ведь не так вот Да, произошло так всё. ничего не происходит. Да, достаточно долго подождать пришлось. Ничего страшного, терпимо как бы. Слушай, а как там горный тормоз работает? Если так как держит горный тормоз, то Mercedes лучше держал. А Volvo? Не, мне Volvo не нравилось, потому что, например, она держит, потом бам, отпустила, и оно покатилось. Мне это не нравилось. То тут я как делаю? Я перехожу на мануалку и уже сам регулирую, то есть, чтобы оно было в зеленом
зеленой зоне. Если, ну, такой спуск, уклон дороги, что оно не справляется, ну, то, конечно, уже переключаешь на ниже и уже заходит за 1500, то есть на синюю зону. Но от этого не уйдешь, ее надо держать как. На подъемах как? Просаживается, не просаживается? Просаживаются все машины. Ну, идет она нормально. Я не жалуюсь, меня устраивает. Нормальная тачка. Не знаю, мне нравится. Порадовали. Резину мне переобули. Нормально. Ну, резину-то не на машину поменяли. Ну, на прицепе. Резину на прицепе поменяли, да, но передок надо поменять. У Ренушки такая проблема, как выяснилось, нам как раз вот Латака подсказали, то что, ну, кабина высокая, у нее идет раскачка, и она внешние края у передка подъедает. Кстати, вот я такую штуку скажу, в общем, кого интересует более детально, там, что с Ренушкой, как происходит, Ромин Инстаграм здесь появится. TikTok там есть, я как бы такое не вылажу, а в основном все связано, ну, с работой как бы. Ну, во Только всяком так, случае, как бы. к тебе человек может обратиться с вопросом каким-то более таким предметом по Ренушке. Я не люблю вообще накручивать себе оценку, потому что... Слушай, ну вот поэтому к тебе интересно обращаться и что-то у тебя спросить. Если я знаю, я отвечу, а лишнего такого, что я не знаю, я не буду выдумывать. Здесь должно быть ее имя. Ренат. Девочка, так сказать. Вот. Девочка. Волнуешься? Дома с женой нет. Елена прекрасная. Солнце мое. А так самолет, пушка, гонка. Все супер. И работает. Да, косяк. Да, с дверями косяк. Но он был как бы у нас. Короче, проблема начала расти дальше. Когда открываешь, оно должно вот тут фиксироваться. А оно идет вот дальше. А причина вот здесь. Вот эти петли. Вот. То есть вот здесь они должны зафиксироваться. Это вот настолько оно выгнуто. Короче. А косяк вот здесь вот есть. Вот в дверях. Вот оно расходится. Вот. Из-за того, что вот здесь вот оно не держит. Ну и это цыганский тюнинг, чтобы не терло металл. Когда это исправим, это уберется, я это отмою. Чисто от себятина, чтобы сохранить краску. Рули и шторы, это все они. Спасибо им. Goldenberg Customs рулит, делают чудеса с траками, короче. И мне это очень нравится. Крыло вот поменяли с той стороны, тоже новое. Оно протерлось с годами. Когда я сел на Рено, и у меня тоже был такой ступор, как это, что это, как оно работает. Ну, короче, раскусил. Не помню, то ли видеоролики обратно же смотрел, спасибо этим людям, которые выкладывают эти все подсказки. А кубик, кстати, как нормально держит Кто? аккумуляторы? Не, нормально. Я особо их не нагружаю. Я, например, сейчас взял кофеварку, там чайник себе взял, ну, дабы там перед выездом кофеек себе сделать. Да. Да, ну, я завел себе машину, заварил ее, ну и поехал. А холодильник как? Работает нормально. Ну, вот, например, кондиционер, когда включаю стояночный, аккумуляторы заряженные, мне на 7 часов хватает. Кондишки на 7 часов хватает? На 7 Сколько? часов, да. Охереть. У меня часа на 3 максимум. Блин, охереть. Это, Ну это просто ты шторку задвигаешь, поэтому... Да, шторку закрыл. Если без шторки, то там 5 до 6 часов. Я уже проверял. 1,5 часа ты можешь сэкономить за счет того, что ты делаешь маленький объем, и он быстрее нагоняет. Как, кстати, тебе по националкам ездить французским? Не запаривает? Ну, мы это с тобой вначале обсуждали. Я себя не накручиваю, что это националки. Ну, надо, я и еду, и все, как бы. Ну, я не хочу себе там сам себя накручивать, понял, что это националки, это плохо. Ну, Да. я не хочу себя накручивать. А у Ну меня да, Рената. да. Я Диадема. ей не изменяю. Кстати, я тоже Валентине пока что не изменял. Пока что. Я помню, что ты сказал, как я хочу себе это. Там стоит на стояночке, косая белая такая. Ну, типа, понравилось тебе, да? Так просто чуть-чуть, знаешь, как на женщину посмотреть, на чужую иногда, которая просто прикольно выглядит, Ну, я но понял. у тебя есть родная. Ну правильно? да. Чё? Не, родная это свое, это Ну, родное, это тут всё. никак. Так что пишите Роме по всем вопросам. Он будет вам Ну, отвечать. если буду свободен, замечу, то... Еще что хотел добавить. Любое приобретение техники – это всегда очень эмоциональный момент. Очень легко обмануться и взять неподъемные обязательства на себя. Поэтому нужно притормозить, выдохнуть и, как говорится, все положить на весы. И ничего не покупать, если нет никакой договоренности о работе, о километрах, о ставках за километр. Ведь исходя из этого можно понять, какую машину и за сколько, и с каким месячным платежом себе можно позволить. И на данный момент, учитывая такую не самую лучшую ситуацию на рынке грузов в Европе, на мой взгляд, автомобили Renault, бэушные такие, до 5 лет, это самый оптимальный вариант для того, чтобы
влезать в транспортный бизнес. К примеру, вот моя Валентина, это была эмоциональная покупка очень. Я считаю, что мы переплатили. Не то, что даже переплатили, а продолжаем переплачивать. Потому что в отличие от Ренаты, лизинг на мою Валентину на 5 лет. Это не маленький срок, лишний год платить лизинг. Учимся на своих ошибках. И сейчас, приобретая какую-то технику, стараемся уже не допускать таких моментов и стараемся не переплачивать и не брать того, что мы не можем себе позволить. Как бы остаемся на земле, ходим по ней ногами и реально стараемся смотреть на вещи. Так что вот такие вот пироги. Спасибо за внимание, всем любви и тепла. Давай, пока. Давай.